Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня покажу, как я готовлю баклажаны по моему любимому рецепту. Это самый лучший рецепт баклажанов, и готовлю я по нему уже целых 15 лет. Обязательно попробуйте и вы, а также сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Беру парочку баклажанчиков, хорошенько мою. Разрезаю пополам. И на каждой половинке делаю вот такие надрезы. Не прорезаю баклажанчик до конца, он хорошо держит свою форму благодаря хвостику. Таким же образом поступаю с остальными половинками. Теперь хорошенько солю баклажаны в надрезах. Просаливаю другую половинку и оставляю на 15 минут, чтобы баклажаны пустили сок. А пока баклажаны отдыхают, беру пару помидорок и нарезаю ломтиками. Если есть, возьмите болгарский перчик. Разрезаю перец пополам, вынимаю семена и нарезаю вот такими полосками. Также ломтиками нарезаю кусочек ветчины. Вместо ветчины я иногда беру колбасу или копченый бекон. Да хоть сосиски можете взять. Посмотрите, может что-то завалялось у вас в холодильнике. Сыр тоже нарезаю ломтиками. Можно брать абсолютно любой сыр, желательно, конечно, тот, который хорошо плавится. Отлично подходит сулугуни, моцарелла или сыр для пиццы. И вернемся к нашим баклажанчикам. Они уже хорошо просолились, просто промываю их чистой водой. Готово. И теперь самая интересная и творческая часть рецепта. Художественно фаршируем наши баклажанчики всем тем, что мы только что художественно нарезали. Каждый надрез кладем по ломтику помидора, ветчины, сыра и болгарского перчика. Как я уже говорила, начинка может быть абсолютно любой, дайте волю вашей фантазии. Только посмотрите, какая красота получилась, правда, друзья? Красивый, яркий и красочный веер из баклажанов. Мне он очень напоминает хвост павлина. Вот даже подумала, может так и назвать рецепт «Баклажаны хвост павлина». Как вы считаете, согласны с названием или нет? Если нет, предложите свой вариант. И это еще не все. Вы можете просто полить всю эту красоту растительным маслом и запечь баклажаны в духовке. Или пойти другим путем и смазать баклажаны вкусным сметанным соусом. Решать вам, а я именно так и поступлю. Смешиваю в миске пару ложек сметаны. Кстати, вместо сметаны вы можете взять йогурт или майонез, если больше любите. Добавляю немного соли и свежемолотого перчика по вкусу. И выдавлю пару зубчиков чеснока. Обожаю чеснок в блюдах, он придает обалденный аромат и пикантность. И можете еще добавить щепотку паприки или острого молотого перчика на ваш вкус, если любите острое. Или щепотку других сушеных травок-муравок, все по вкусу. Все перемешиваю. Вот такой соус у нас получился. Обильно смазываю этим соусом баклажаны.
Красота! Сверху обязательно петрушечки, пусть все краски лета играют в наших тарелках. Я обильно посыпаю тертым сыром, баклажаны сыром точно не испортишь. Все готово. И теперь отправляю баклажаны в горячую духовку. Температура 180 градусов на 40 минут. А пока готовятся баклажанчики, хочу напомнить вам еще об одном чудесном и распрекрасном блюде из баклажан. Это баклажаны по-турецки. Недавно я делилась с вами этим рецептом, и судя по отзывам, вам эти баклажанчики очень понравились. Ссылочка на рецепт сейчас появится в правом верхнем углу экрана, а также оставлю ее для вас в описании под видео. Готовьте на здоровье! Ой, а пока я тут расписывала вам во всех красках баклажаны по-турецки, уже пришло время доставать из духовки наши баклажаны павлиньи хвостики. Вот такая красота получилась! Нежные баклажаны под румяной сырной корочкой, просто пальчики оближешь. Скорее зовем всех домашних к столу. Да они и сами, наверное, уже сбежались на этот умопомрачительный аромат и выстроились в очередь, стуча ложками по тарелкам и требуя, кто попробовать, а кто добавки. Не будем томить их мучительным ожиданием и каждому шлепнем на тарелочку по аппетитному горяченькому баклажанчику. Соседи, конечно, уже тоже изошлись слюной, вдыхая под дверью ароматы, доносящиеся с вашей кухни. Ну что ж поделать, соседям скиньте ссылочку на рецепт, пусть тоже готовят, раз уж такой аппетит у них разыгрался. Ну а сами скорее садитесь за стол, устраивайтесь поудобнее и с наслаждением уплетайте сие произведение кулинарного искусства. А я желаю вам приятного аппетита и прекрасного настроения. Да-да, а как только завершите трапезу, сразу первым делом подпишитесь на канал и непременно нажмите колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться». Вы ведь не хотите пропустить мои новые вкусные видео. И можете еще оставить комментарий. Далеко ходить не надо, это прямо сразу под видео. И по традиции напоминаю, что эти 5 минут вы провели в прекрасной компании Олеси на канале «Готовим дома». Всех люблю, целую и скоро увидимся!